Он жил в бочке и не нуждался в доме. Мастурбировал на площади, желая, чтобы голод исчезал так же легко. Помочился на человека, назвавшего его собакой, и с презрением отослал Александра Македонского, загораживающего ему солнце. С фонарем среди бела дня искал честного человека, но так и не нашел. Это был Диоген, человек, бросивший вызов миру и живший так, как никто не осмелился бы. Хотите узнать, зачем он делал все это? Тогда прямо сейчас поставь, пожалуйста, лайк под этим видео и подпишись, чтобы не пропустить ничего важного. Поехали! Диоген Синопский – один из самых известных и эксцентричных философов древности, чья жизнь и философия до сих пор поражают и интригуют. Он родился около 412 или 404 года до нашей эры в греческом городе Синопа, расположенном на северном побережье Малой Азии. С самого начала его жизнь была полна парадоксов и противоречий, которые предопределили его дальнейший путь в философии. Мало что известно о ранней жизни Диогена, но одна из версий гласит, что его отец, Гекесий, занимался банковским делом, а сам Диоген поначалу работал вместе с ним. Однако их бизнес столкнулся с проблемами, когда они были замешаны в деле о фальшивомонетничестве. Согласно легенде, именно это событие заставило Диогена бежать из родного города и начать жизнь в Афинах, где он и стал учеником известного философа Антисфена, основателя кинической школы. В Афинах Диоген нашел своего наставника – Антисфена, ученика Сократа, который проповедовал простую и аскетичную жизнь, свободную от излишеств и ненужных привязанностей. Антисфен учил, что счастье можно найти только в жизни, согласованной с природой, и что для этого необходимо отбросить все материальные и социальные условности. Диоген, как один из самых преданных учеников Антисфена, воспринял его идеи с особым рвением и даже превзошел своего учителя в радикализме. Он отказался от всех материальных благ и выбрал жизнь нищего, чтобы продемонстрировать, что истинное счастье и свобода заключаются в отсутствии зависимости от внешних обстоятельств. Диоген верил, что богатство, слава и власть – это лишь иллюзии, которые мешают человеку достичь истинного счастья. Давайте теперь перейдем к самой интересной части жизни и к его дерзким и скандальным поступкам. Приехав в Афины, Диоген быстро приобрел славу благодаря своим дерзким и скандальным поступкам. Он стремился шокировать окружающих, чтобы заставить их задуматься о своих жизненных приоритетах и о том, как далеко они отошли от естественного и простого образа жизни. Один из самых известных эпизодов в жизни Диогена произошел, когда он мастурбировал на Агоре, центральной площади, на глазах у всех. Когда его упрекнули за неприличное поведение, он ответил: «Хотел бы я, чтобы так же легко можно было избавиться от голода, просто потирая живот». Этот случай прекрасно иллюстрирует циничное отношение Диогена к общественным нормам и его стремление показать, насколько абсурдны могут быть социальные условности. Диоген был известен своими остроумными и саркастическими репликами. Например, когда кто-то назвал его собакой, он не растерялся и тут же помочился на ногу обидчику. Когда тот выразил негодование, Диоген ответил: «Если я собака, то почему ты удивляешься?» Еще один знаменитый случай связан с его изгнанием из города Синопа. Когда жители города приговорили Диогена к изгнанию, он спокойно заявил: «А я приговариваю вас остаться в этом городе». Эта фраза демонстрирует презрение Диогена к общественным установлениям и его убеждение в том, что подлинная свобода заключается не в принадлежности к определенному месту, а в независимости от внешних обстоятельств. Один из самых знаменитых эпизодов в жизни Диогена связан с его встречей с Александром Македонским, самым могущественным человеком своего времени. Александр был человеком великих амбиций, который стремился покорить весь известный мир, в то время как Диоген был философом, отказавшимся даже от базовых удобств ради поиска внутренней свободы. Их встреча стала столкновением двух противоположных мировоззрений и до сих пор вызывает восхищение своей символичностью. История гласит, что Александр Македонский, услышав о мудрости Диогена и его необычном образе жизни, решил лично встретиться с ним. Возможно, Александр искал подтверждение своих собственных взглядов или просто был любопытен увидеть человека, который жил столь необычно. Когда Александр прибыл к Диогену, тот, как обычно, находился в своей бочке и наслаждался солнечными лучами. Александр со всем своим величием и высокомерием
подошел к философу и спросил, не нужно ли ему чего-нибудь. Этот момент, вероятно, был ключевым. Мощный император ожидал, что философ, как и все другие люди, падет ниц перед его величием и попросит о милости. Но Диоген, не поднимая глаз и не меняя позы, спокойно произнес одну из самых знаменитых фраз в истории. «Отойди, ты загораживаешь мне солнце». Эта фраза стала настоящим ударом для окружающих, ведь она воплотила всю суть кинической философии. Презрение к материальным благам и власть имущим, стремление к самодостаточности и независимости. В этих простых словах Диоген выразил свое мировоззрение и свою философскую позицию так четко и ярко, что Александр, удивленный и, возможно, восхищенный, не нашелся, что ответить. Некоторые версии этой истории говорят, что Александр ответил: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном», что, возможно, является данью уважения философу и признанием его внутренней силы. В этом эпизоде Александр увидел то, чего не мог достичь своей армией и завоеваниями – абсолютную свободу духа, которую обрел Диоген. Но Диоген не ограничивался лишь словесными дуэлями с царями. Его острота мысли и язык были направлены и против других философов, в том числе против Платона, чьи идеи казались Диогену излишне абстрактными и оторванными от реальной жизни. Платон, ученик Сократа, развил учение о мире идей, где утверждалось, что все материальное – лишь тень истинного идеального мира. Диоген, будучи сторонником практического подхода к жизни, не мог не реагировать на подобные взгляды. В одной из историй рассказывается, что Платон как-то дал определение человеку, называя его «животным на двух ногах, лишенным перьев». Диоген, услышав это, решил преподать урок платоникам. Он выдернул перья у петуха и принес его в Академию Платона, заявив: «Вот человек Платона». Этот поступок показал, насколько он презирал абстрактные идеи и как сильно он ценил практическое мышление. Еще одна история связана с тем, как Диоген ворвался на лекцию Платона, когда тот обсуждал идею. Диоген принялся ходить туда-сюда, топча пол, говоря: «Я топчу платоновскую идею», на что Платон спокойно ответил: «Да, но топчешь ты только пол». Также один из самых знаменитых и ярких эпизодов, запечатленных в истории философии, произошел тогда, когда Диоген с зажженным фонарем в разгар дня ходил по улицам Афин. На вопрос прохожих, что он делает, Диоген ответил: «Ищу честного человека». Этот акт был не просто театральным жестом. Он стал выражением глубокого цинизма и разочарования философа в людях и обществе. Этот случай стал символом его убеждения в том, что настоящие добродетели в мире встречаются крайне редко. Диоген был уверен, что большинство людей живет в обмане и самообмане, преследуя ложные ценности, такие как богатство, слава и власть, забывая о подлинной сути жизни. Его поиск честного человека не был стремлением найти идеал, а скорее горькой констатацией того, что общество утратило свои нравственные ориентиры. Эта история с фонарем часто рассматривается как одна из самых сильных критик человеческой натуры и социальных условностей. И она продолжает служить напоминанием о том, как легко можно потерять себя в погоне за внешними благами, забывая о внутренних ценностях. Теперь давайте поговорим о взаимоотношении Диогена с обществом. Философия Диогена была не просто теоретической конструкцией, он жил в соответствии с ней каждый день. Его презрение к общественным нормам и установкам было настолько сильным, что он не боялся открыто противоречить даже самым влиятельным людям своего времени. Однажды Диогена продали в рабство. Когда его спросили, на какую работу он годен, философ ответил: «Умею командовать людьми. Продай меня тому, кто нуждается в господине». Таким образом, даже в столь унизительном положении, как рабство, он сохранял чувство собственного достоинства и оставался верен своим убеждениям. Его продали к коринфскому гражданину по имени Ксениад, который поручил Диогену воспитание своих сыновей. Диоген воспитывал их в духе кинизма, обучая их презрению к роскоши и власти, учил их жить просто и справедливо. Этот период жизни Диогена также запомнился рядом анекдотов, демонстрирующих его смелость и независимость. В Коринфе Диоген продолжал свои публичные выступления и часто шокировал горожан своим поведением и речами. Но даже в рабстве он умудрялся сохранять свое остроумие и философское спокойствие.
что снова и снова доказывало его преданность кинической философии. Диоген Синопский умер около 323 года до нашей эры в Коринфе, оставив после себя богатое наследие, которое оказало значительное влияние на последующие поколения философов и мыслителей. Его жизнь и учения стали основой для развития кинической философии, которая позже переросла в стоицизм, одну из важнейших философских школ античности. Многие идеи Диогена были восприняты стоиками, особенно в части самоограничения, отказа от материальных благ и поиска внутреннего спокойствия. Стоики, такие как Зенон Китийский, основатель стоицизма, черпали вдохновение в учениях Диогена, адаптируя его радикальные идеи к более практическому подходу к жизни. Диоген также оставил значительное культурное наследие. Его образ жизни и знаменитые анекдоты о нем стали темой многочисленных литературных произведений, театральных постановок и художественных работ. Даже спустя тысячи лет после его смерти он остается символом независимости, свободы от общественных условностей и преданности философским идеалам. В заключение, Диоген Синопский – это не просто философ, а настоящий культурный феномен, чья жизнь и идеи продолжают вдохновлять и вызывать восхищение. Он показал, что истинное счастье не в богатстве и социальном статусе, а в простой жизни, согласованной с природой и своими внутренними убеждениями. Его смелость, остроумие и готовность бросить вызов устоявшимся нормам делают его одной из самых ярких и незабываемых фигур в истории философии.